Приветствую, друзья, вас на моем канале. Сегодня хочу предложить вам связать крючком вот такие необычные пинетки-ботиночки. 11 сантиметров по подошве. Пряжа у меня Янар джинс. Крючок буду использовать 2 миллиметра. Начнем вязать с подошвы. У меня подошва, как обычно, двойная. Дальше для вас вставлю кусочек видео, как связать одну такую подошву или двойную, как у меня. И только сейчас я подумала, что лучше было бы связать подошву и с внешней, и с внутренней стороны цветом шнурка. Тогда на подошве было бы больше цвета. Подошва 11 сантиметров. Набираем цепочку из 21 воздушной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21. Последнюю петельку придерживаем и набираем еще 2 воздушные петли подъема. Вяжем первый ряд. Подошву я вяжу немного слабее, чем всю основную пинетку. В ту петлю, которую придерживали, или в третью от крючка петлю провязываем прибавку из 2 столбиков с одним накидом. 1. И в эту же петлю второй столбик с одним накидом. Далее вяжем по цепочке 19 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 18, 19. Осталась одна петля, в нее провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот этот хвостик сейчас сразу будем ввязывать и вяжем по цепочке 19 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 18, 19. Осталась одна петля, в нее провязываем прибавление из 2 столбиков с одним накидом. И соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Второй ряд. 1 воздушная петля подъема, далее провязываем 2 прибавления подряд, 1 прибавление из 2 столбиков без накида. Первое прибавление и в следующую петлю второе прибавление. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 5 прибавлений подряд. Одно прибавление из 2 столбиков с одним накидом. 1,
2, 3, 4 и последнее, пятое прибавление. Далее повторяем все то же самое, что вязали на этой стороне, зеркально. 8 столбиков с одним накидом. Далее 3 полустолбика с накидом. Восемь столбиков без накида. Осталось 2 петли, в них провязываем по одному прибавлению. Первое прибавление, второе прибавление, соединительная петля в воздушную петлю подъема. Третий заключительный ряд, 2 воздушные петли подъема. Далее вяжем 4 прибавления подряд, одно прибавление из 2 полустолбиков с накидом. Один, следующую петлю второе прибавление. Три. 4, далее 13 полустолбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 прибавлений подряд. Одно прибавление из 2 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее повторяем зеркально этой стороне 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 полустолбиков с накидом.
12, 13. И осталось 4 петли, в них мы провязываем по одному прибавлению. Одно прибавление из 2 полустолбиков с накидом. 1. Следующую петлю второе прибавление. Третье прибавление. И последнее, четвертое прибавление. Подошва готова. Для тех, кто оставляет одну подошву, ниточку вперед. Сейчас нам нужно провязать соединительный столбик за вторую воздушную петлю подъема, но не как обычно с лицевой на изнаночную, а с изнаночной стороны на себя. Провязываем соединительную петлю, разворачиваемся и теперь под каждую петельку провязываем соединительные столбики. Всего нужно провязать 74 соединительных столбика. За вот эти петельки мы будем провязывать бортики. Для тех, кто вяжет вместе со мной двойную подошву, ниточку отрезаем. Вводим крючок с изнаночной стороны на себя во вторую воздушную петлю подъема. Захватываем нить, выводим на изнаночную сторону, находим последнюю петельку и под этой петелькой перемычка. Вводим крючок в эту перемычку, в центр последней петельки, захватываем нить и вытягиваем на изнаночную сторону. Хорошо поправляем, чтобы было ровно. И теперь кончик нити можно спрятать. Когда две подошвы связаны, будем объединять их в одну. Складываем изнаночной стороной внутрь. И теперь зафиксируем их соединительными столбиками по центру. Я начинаю с пяточки. Ввожу крючок в самое первое, самое большое отверстие на одной подошве и в это же отверстие на другой подошве. Захватываю ниточку. И теперь буду вязать соединительными столбиками отверстие в отверстие. Довязали до конца. Ниточку отрезаем и прячем ее на изнаночной стороне. То же самое делаем с первым хвостиком. Теперь пройдемся соединительными столбиками по краю подошвы. Вот эту косичку я оставляю снаружи, поэтому переворачиваю косичкой вниз. Ввожу крючок в петлю на одной подошве, петлю на другой подошве и буду провязывать те же соединительные столбики петля в петлю.
Всего нам нужно провязать 74 соединительных столбика. Я вижу, что у меня все ровно и все петли совпадают. Теперь спрячу вот этот начальный хвостик. И довязываю соединительными столбиками до конца. Всю ниточку можно отрезать. Вот этот хвостик спрячу, когда буду вязать бортики. Подошва готова, продолжаем. Я хочу разделить вязание всей пинетки на 4 части. Первая часть – это мысок и язычок. Для этого нам нужно пометить маркерами 10 средних петель. Это можно сделать на глаз или сложить подошву ровно пополам и отсчитать в одну и в другую сторону по 5 петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Проверяем, чтобы эти центральные петли были ровно по центру. Вводим крючок в первую помеченную маркером петлю. И вяжем первый ряд, набираем 32 воздушные петли. 1, 2, 3. Петли старайтесь вязать слабее обычного. 4, 5, 31, 32. Петельку последнюю придерживаем, набираем еще одну воздушную петлю подъема. Второй ряд мы будем вязать соединительными столбиками. Вот наша косичка. Переворачиваем косичку вниз. И на обратной стороне есть вот такие перемычки. Вот за эти перемычки мы сейчас будем провязывать соединительными столбиками. Всего нужно провязать 32 соединительных столбика. Это второй изнаночный ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32. Следующие 2 петли на подошве провязываем соединительными столбиками. И вот эти соединительные, которые мы будем провязывать к подошве, провязываем очень туго, чтобы петельки были менее заметные. 1 и в следующую петлю второй соединительный столбик. Разворачиваемся. Вяжем третий лицевой ряд. Все лицевые ряды мы будем вязать полустолбиками с одним накидом за дальнюю стенку петли. Две соединительные петли пропускаем, накид, и в третью петлю за дальнюю стенку провязываем полустолбик с одним накидом. 1,
2, 3, 4, 5, 31, 32. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся. Четвертый изнаночный ряд. Все изнаночные ряды мы будем вязать соединительными столбиками, тоже за дальнюю полупетлю. 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32. Плюс 2 соединительные петли на подошве. Напоминаю, петли делаем потуже, так они будут менее заметны. 1. И во вторую петлю второй соединительный столбик. Разворачиваемся. Пятый лицевой ряд. В лицевом ряду мы вяжем за заднюю стенку с полустолбиками с накидом. Накид. 2 петли соединительные на подошве пропускаем. Начинаем вязать с третьей. 1 за дальнюю полупетлю. 2, 3, 31. И всегда вот эта петелька прячется вот внутри под вот этим узелочком. Не забываем ее находить. И провязываем 32. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. Шестой изнаночный ряд вяжем соединительными столбиками за дальнюю стенку петли. 1, 2, 3, 31, 32. Плюс 2 соединительные петли с подошвы. Итак, продолжаем вязать. До маркера нужно провязать еще 4 ряда. 7, 8, 9, 10. Свяжите самостоятельно и возвращайтесь. Я довязываю 10 изнаночный ряд соединительными столбиками. 31, 32. И дальше петля у нас помеченная маркером. В нее мы провязываем 1 соединительный столбик. Заканчиваем первую часть так же, как и начинали, с одной петли. Первая часть, мысок и язычок готовы. Дальше мы переходим на вязание второй части. Будем вязать боковую сторону пинетки. Для этого мы сейчас пометим маркером вот эту соединительную, куда мы уже соединились, не считаем. Считаем следующие свободные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И на 17-ю повесим маркер. Вяжем вторую часть пинетки. Ряды начну считать заново. Мы находимся сейчас, закончили вязать на изнаночной стороне и провязали одну соединительную. Мы начинаем считать ряды заново и снова провязываем 2 соединительные петли. Разворачиваемся, вяжем первый ряд второй части. У нас было 3 соединительных на подошве. Их пропускаем, начинаем вязать с 4.
Точно так же полустолбиками с одним накидом за дальнюю стенку петли провязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Дальше провязываем 3 соединительные петли на язычке тоже за дальнюю полупетлю. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Вяжем второй изнаночный ряд, начиная с 3 петли за дальнюю стенку петли. Соединительными столбиками. 1, 2, 3, 4, плюс 2 соединительные петли на подошве. 1, 2. Третий ряд. Начинаем с 3 петли, провязываем 4 полустолбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Дальше провязываем 3 соединительные петли за дальнюю стенку петли. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Это 4-й изнаночный ряд. Снова начинаем. Начиная с 3 полупетли, вяжем 5 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, плюс 2 соединительные петли на подошве. 1, 2. Пятый ряд, 5 полустолбиков с накидом, начиная с 3 полупетли. 1, 2, 3, 4, 5. С этого ряда и далее мы будем вязать уже по 2 соединительных столбика с язычка. 5 полустолбиков, дальше 2 соединительные петли. Разворачиваемся. 6-й изнаночный ряд. Начиная со 2 петли, вяжем 6 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс 2 соединительные петли с подошвы. 1, 2. 7-й ряд, 6 полустолбиков, начиная с 3 полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 2 соединительных столбика с язычка. 1, 2. Разворачиваемся. Начиная со 2 полупетли, вяжем 7 соединительных столбика.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 соединительные петли с подошвы. Девятый ряд, 7 полустолбиков, начиная с третьей полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Плюс 2 соединительные петли с язычка. Разворачиваемся. 10 ряд, начиная со второй полупетли, 8 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 соединительные петли. 2 соединительные петли с подошвы. 1 и в следующую петлю 2. 11 ряд. 8 полустолбиков, начиная с третьей полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс 2 соединительные петли с язычка. Разворачиваемся. 12 изнаночный ряд, начиная со второй полупетли, вяжем 9 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, плюс 2 соединительные петли с подошвы. Тринадцатый ряд. Вяжем 9 полустолбиков, начиная с третьей полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, плюс 2 соединительные петли с язычка. Разворачиваемся. 14 изнаночный ряд, начиная со второй полупетли, 10 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, плюс 2 соединительные петли с подошвы.
15 ряд, 10 полустолбиков, начиная с 3 полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плюс 2 соединительные петли с язычка. Разворачиваемся. 16 изнаночный ряд, начиная со 2 полупетли, 11 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добрались до петли, помеченной маркером. Маркер убираем. Провязываем 2 соединительные петли. 1, 2. Разворачиваемся. Вяжем заключительный 17 ряд. Начиная с 3 полупетли, вяжем 10 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остается одна петля. Сейчас мы сделаем убавление. Провязываем, делаем накид, выводим петельку из 11 петли, полупетли, и из следующей соединительной на язычке. И провязываем, как обычный полустолбик, все 4 петли на крючке. Провязали убавление, и осталось провязать еще 10 полустолбиков по язычку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И не теряем, тут еще одна петелька у нас прячется. 10. Все, вторую часть пинетки довязали. Ниточку отрезаем, хвостик прячем. Вот что у нас получилось на данный момент. Дальше вяжем вторую боковую сторону, и это третья часть пинетки. Так как мы вязать будем зеркально этой стороне, то начинать лицевой ряд у нас будет начинаться не снизу, как было тут, а сверху. Вот тут прячется на изнаночной стороне та цепочка в самом начале, которую мы набирали на язычке. Отсчитываем по этой цепочке. Вот это первая петля. 1. Да как же сделать, чтобы видно было? 1, 2, 3. Начиная с 3 петли, вяжем за дальнюю полупетлю. Вводим крючок в дальнюю полупетлю.
А давайте тут тоже маркером пометим. Это удобно просто, чтобы мы не допустили нигде ошибку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И на 17-ю повесим маркер. Итак, первый ряд, третья часть. Вяжем 3 полустолбика за дальнюю стенку петли. Сделаем воздушную петлю подъема и сюда же провяжем первый полустолбик. Так, ниточку подтягиваем, сразу ее вяжем. 1. Вот она переворачивается. Тут нужно быть внимательным. Второй полустолбик и в последнюю полупетлю третий полустолбик, эта ниточка подтянется, потом я ее спрячу. Плюс 2 соединительные петли с подошвы. 1 и в следующую петлю второй соединительный столбик. Разворачиваемся, второй изнаночный ряд, 2 соединительные петли пропускаем, начинаем вязать с третьей полупетли, вяжем 3 соединительные столбика за дальнюю полупетлю. 2, 3. И еще 3 соединительные петли с язычка, но на язычке мы будем соединяться немножко по-другому. Крючок ведем с лицевой стороны на себя. И соединяемся 1, 2, 3. Разворачиваемся. Третий ряд. Начиная с третьей полупетли, вяжем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4, плюс 2 соединительные петли с подошвы. 1, 2. Разворачиваемся. Четвертый изнаночный ряд. 2 соединительные пропускаем, начиная с третьей дальней полупетли, вяжем 4 соединительные столбика. 1, 2, 3, 4. И плюс еще 3 соединительных с язычка. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Пятый лицевой ряд. Начиная с третьей петли, вяжем 5 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, плюс 2 соединительные петли с подошвы. Разворачиваемся. Шестой изнаночный ряд. Начиная с третьей петли, вяжем 7 соединительных столбиков. 1, 2, 3,
4, 5 и 2 соединительных столбика с язычка. 6, 7. Разворачиваемся. 7 ряд. Начиная со второй петли, вяжем 6 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 2 соединительные петли с подошвы. Восьмой изнаночный ряд, начиная с третьей полупетли, 8 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 соединительных столбика с язычка. 7, 8. Разворачиваемся. 9 ряд. Начиная со второй петли, 7 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, плюс 2 соединительные столбика с подошвы. Десятый изнаночный ряд, начиная с третьей полупетли, 9 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и плюс еще 2 с язычка. 8, 9. 11 ряд, начиная со второй полупетли, вяжем 8 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, плюс 2 соединительных столбика с подошвы. 12 изнаночный ряд, начиная с третьей полупетли, 10 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, плюс 2 соединительных с язычка. 9,
10. 13 ряд, начиная со второй полупетли, 9 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Плюс 2 соединительные петли с подошвы. 1, 2. 14 изнаночный ряд, начиная с третьей полупетли, 11 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 соединительных с язычка. 10, 11. 15 ряд, начиная со второй полупетли, 10 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плюс 2 соединительных с подошвы. Разворачиваемся. 16 изнаночный ряд, начиная с третьей полупетли, вяжем 12 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, плюс 2 соединительных с язычка. 11, 12. Дальше нам нужно, чтобы вот эти две стороны были максимально похожи друг на друга. Поэтому сейчас мы с вами зафиксируем ниточку. Вот так. Зафиксировали, протягиваем ниточку вдоль язычка. На язычке у нас должно остаться 11 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот она, последняя 11-я петелька. Сейчас мы будем вязать за обе стенки петли. Прокладываем ту ниточку, что мы зафиксировали, вдоль язычка. Сильно не натягиваем. Воздушная петля подъема. И начиная с той же петли, куда сейчас соединились, провязываем 10 полустолбиков с одним накидом за обе стенки петли. 1, 2. Вот эту ниточку я сразу ввязываю. 3. Да, вам, наверное, не видно. Сейчас я уберу. Вот она, наша косичка.
Вот за обе стенки петли провязываем. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше мы, как и тут, провяжем убавку, накид, вводим крючок в 11 петлю, вытягиваем петельку, и теперь вот тут на боковой части тоже должно остаться 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вытягиваем вторую петельку. Тут уже будем провязывать за полупетли. Значит, одну соединительную пропускаем. И во вторую соединительную вводим крючок в полупетлю, за дальнюю полупетлю. Выводим петельку. На крючке 4 петли и провязываем их все вместе. Убавление провязано. И дальше продолжаем вязать 10 полустолбиков за дальние полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Третью часть пинетки мы связали. Вот так пинетка выглядит теперь. Осталось связать четвертую часть пинетки, и это пяточка. Маркер убираю и провязываю 2 соединительные петли. Вот это уже занята. Вот здесь был маркер. 2 соединительные петли с подошвы. После того, как мы соединились за 2 петли, проверьте, чтобы у вас на пяточку оставалось 28 петель. Соединились, разворачиваемся, вяжем нулевой подготовительный ряд. Начиная с третьей полупетли вяжем 10 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плюс 10 воздушных петель. Петли тоже делаем посвободней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна воздушная петля подъема. И с этой стороны нам тоже нужно, чтобы вот эта косичка осталась свободной, поэтому переворачиваем косичку вниз. И снова вяжем вот за эти перемычки на обратной стороне косички. Первый лицевой ряд вяжем 10 полустолбиков за перемычки на обратной стороне косички. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, последняя перемычка, 10. И продолжаем вязать. Спускаемся вниз, еще 10 полустолбиков. Тут мы уже вяжем за дальнюю полупетлю. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Плюс 2 соединительные петли с подошвы. 1, 2. Разворачиваемся. Второй изнаночный ряд. Начиная с третьей полупетли, вяжем 20 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. Третий лицевой ряд. Вот эту воздушную петлю подъема пропускаем, начиная со следующей полупетли, провязываем 20 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20 плюс 2 соединительные петли с подошвы. Разворачиваемся и повторяем вот эти два ряда, начиная с третьей петли 20 соединительных, потом лицевой ряд 20 полустолбиков. И так провязываем все свободные петли до начала вот этой боковой части. Довязали пяточку. Все петли на подошве закончились. Теперь давайте провяжем 2 следующие соединительные петли вот туда же, куда мы последний раз соединялись на пяточке. И вторую соединительную петлю провяжем туда же, куда соединялись последний раз, когда вязали боковую часть. И теперь будем соединять вот эти две части. Вот это 2 соединительные, их пропускаем. Нам сейчас нужно провязать 10 соединительных столбиков. Подхватываем с боковой части ближнюю к нам полупетлю.
И сразу же дальнюю, получается, от нас полупетлю и провязываем соединительный столбик. 1, ближняя полупетля на боковой части пинетки и дальняя полупетля на пяточке. Провязываем второй соединительный столбик. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний 10-й соединительный столбик. Проверьте, чтобы у вас осталось по 10 петель на боковой части и по 10 петель на язычке. Ниточку отрезаем, хвостик прячем. Получается вот такой почти незаметный шов. Осталось связать ушки для шнурков. Вязать будем обычными столбиками без накида. На боковой части должно остаться 10 свободных петель. Вводим крючок в первую за обе стенки петли. Закрепляем сюда нить воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида. 1, хвостик подтягиваем и сразу его вяжем. Вяжем 10 столбиков без накида за обе стенки петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушные петли провязывать не будем, просто вытягиваем петельку чуть-чуть подлиннее, разворачиваемся. И начиная с первой петли вяжем 2 столбика без накида. 1, следующую петлю, второй столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем, следующие 2 петли провязываем по одному столбику без накида. 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем и в последние 2 столбика провязываем по одному столбику без накида. Воздушную петлю не делаем, ниточку чуть-чуть подлиннее вытягиваем, разворачиваемся и вяжем 10 столбиков без накида, начиная с первой петли. 1, 2, под косичку провяжем 2 столбика, 3, 4, 5, 6, под косичку 2 столбика, 7, 8 и в последние 2 петли 9,
10. Ниточку отрезаем, хвостик прячем. Вяжем второе ушко. Начинать будем уже сверху, так как вяжем зеркально. Находим первую петельку. Закрепляем сюда нить воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем и будем сразу ввязывать. И вяжем 10 столбиков без накида за обе стенки петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Никаких воздушную петлю не делаем. Чуть-чуть подлиннее вытягиваем ниточку, петельку. Второй ряд вяжем отверстие для шнурка. Начиная с первой петли провязываем 2 столбика без накида. 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем. Следующие 2 петли провязываем по 1 столбику без накида. 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем и в последние 2 петли провязываем по 1 столбику без накида. Воздушную петлю не делаем, ниточку чуть подлиннее, разворачиваемся. Третий заключительный ряд. Вяжем 10 столбиков без накида, начиная с первой петли. 1, 2, под косичку 2 столбика, 3, 4, 5, 6, под косичку 2 столбика, 7, 8 и в последние 2 петли 9, 10. Ниточку отрезаем, хвостик прячем. Вот и все, пинетки-ботиночки готовы. Надеюсь, я вас не запутала и вам все было понятно и видно. Спасибо за просмотр, ровных вам петелек, всем добра!